Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. В прошлом ролике я рассказывал, что еду смотреть себе мотоцикл. И, внимание, я его купил. А что я купил? Да сам не знаю. Зачем я это купил? Сам не знаю. Но давайте по порядку. Все началось с того, что я присматривал невольно себе гантелю, потому что я обожаю К1600 GTL, именно GTL, GT не хотел. Но что-то рынок сейчас по ним какой-то непонятный, а GT-ху можно еще купить какую-то вменяемую, GTL и что-то совсем мало продается, и цены совершенно неадекватные, а хочется, чтобы хотя бы каждый следующий мотоцикл был не старше предыдущего. Ну и плюс хочется мотоцикл с маленьким пробегом, потому что брать мотоцикл там с пробегом 40 тысяч лично мне, как механику, который все-таки как-то ценит свое время, ну не хочется. Мне хочется что-нибудь свеженькое. Желательно там, ну хотя бы до 20-ки пробега, а еще лучше до 10 тысяч пробега. Вот. Предыдущую гантелью я купил свою с пробегом 284 километра. Проехал на ней 38 тысяч за 3 сезона. Доволен безумно, но к этому пробегу максимум до 40 планировал ее продать. Так и продал. Потому что это еще пробег, на котором мотоцикл еще там как минимум ближайшие 20-30 не будет доставлять владельцу никаких проблем. Я всегда так технику продаю, что следующий владелец после меня никогда с ней проблем не знает. Вот сколько я техники за всю историю продавал, после меня всегда все классно. Никогда еще вот не было такого, чтобы кто-то был недоволен техникой, вот, на которой я именно ездил. Вот, поэтому хочется и продать так, чтобы после тебя покатались, и ездить на новом, хорошем, свежем и как бы стремиться к лучшему. Я, кстати, всем это рекомендую делать. Не все хотят с этим соглашаться, но это уже их дело. Вот. И, короче, думал и вспомнил о том, что в прошлом году я задумывался попробовать одну интересную модель. Да, конечно же, это BMW. Ну, что же это может быть еще? И невольно поглядывал объявления и по ним тоже. И тут совершенно случайно, недалеко относительно от моего дома, выскакивает хороший мотоцикл. Ну, по описанию хороший. Фотки были ужасные. Цена, ну, такая, высоковатая, но я прикинул, состояние очень хорошее должно быть. И поехал смотреть из-под одного владельца. И, в общем, что ж, давайте посмотрим, что это. Потому что я его забрал буквально вчера. Это S1000XR. Сегодня уже ездил проходить на нем техосмотр, потому что надо уже ставить его на себя на учет. А посмотрите на пробег. $3476 километров. Это при том, что уже я километров, наверное, 50 проехал. Как вам? Все родное, родная резина. Менялось, по сути, только масло в моторе. Кофры боковые, центрального нет. Но центральный я поставлю, гивишный у меня есть. Думал о покупке родного нового кофра. Но, к сожалению, мне не нравится его качество исполнения за свои деньги. Хотя предложение есть вполне себе адекватное. В общем, честно вам скажу, я пока не понял этот мотоцикл. Ну, естественно, он злой, потому что это спорт на приподнятой подвеске. Я понимал, что это за мотоцикл. И мне было интересно попробовать. Он, ну, такой, в меру собранный. Я бы сказал, что это что-то среднее между Гусем и СРРом, потому что посадка на Гусевую очень похожа. Мне, честно говоря, с моим ростом на нем не очень. Как бы опыт помогает, но все равно есть некий дискомфорт. Пока что, мое мнение, спустя 2 дня владения, ну вот второй день владения,
что гантеля, конечно, живет в моем сердце, и она идеальна. С гантелей привыкаешь ко всяким разным мелочам, жизненным, комфорту, таким как, ну, я не знаю, банально, ну, я молчу вообще про датчики давления в шинах, потому что это то, за что я обсираю все мотоциклы, привезенные из Японии. А тут и на дилерском нету. То есть мотоцикл после одного владельца, он покупался им новым, проехал вот он этот пробег, там кристально чистая автотека, ни одного ДТП, ничего, то есть никаких там крашеных деталей, глубоко никто никуда не лазил. На него только поставили дуги, которые я снял на всякий случай для постановки на учет, потому что они не оригинальные. И приклеили китайскую наклейку «Акропович» на выхлоп, которую я тоже сразу же оторвал, естественно. Вот, он, кстати, весьма отлично звучит, даже на стоковом выхлопе. Вот, ну и такие элементы комфорта, как, ну, музыка, ладно, ее можно в шлеме послушать, привыкнуть, там, я не знаю, что у нас еще на гантеле такого. Центральный замок. Блин, я так привык к тому, что ты щелкнул кнопочку, у тебя все кофры и бардачки закрылись, а тут что-то закрывать ключом, жесть какая. При том, что у него электронные подвески, то есть у него хорошая комплектация. Ну, просто в этой модели не модно, там, подогрева сидений нету. Мне, кстати, нравится он по удобству, нравится он по посадке. Опять же, привыкаешь к тому, что не надо смазывать цепь. Если честно, я уже не помню, когда у меня был последний мотоцикл с цепью и звездами. Если не ошибаюсь, то 10 лет назад, это была CB750. То есть я практически никогда не ездил на мотоциклах с цепью. То есть это были либо скутер и ремень, либо это был кардан. То есть, как правило, одно из двух. Вот в 2014 году я купил себе, ну, в 2013 у меня был еще Бургман, в 2014 я купил себе Фижер, и с тех пор у меня, да, были либо скутеры, либо карданные мотики. То есть я уже вообще забыл, что такое цепь. Он классно едет, он злой просто безумно. Кстати, владелец предыдущий сказал, что даже не раздушивал его после обкатки. Кто не знает, на дилерских мотоциклах в документах 107 лошадиных сил вместо 167. И это дело раздушивается диагностикой после первого ТО. А сделано это для того, чтобы при ввозе мотоцикла с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил не платить акциз. Вот. Владелец сказал, что дилеры объявили ему за это денег, чуть ли не там близко к десятке. И он подумал, что ему и так нормально. В принципе, он действительно даже задушенный едет просто безумно. Ну, он весит 205 килограмм сухой, как бы меньше Бургмана, вот, поэтому совершенно неудивительно. Конечно, центр тяжести у него немножко смещен вверх, но у него прекрасная подвеска. Вот подвеска — это да, потому что на мотоцикле вот типа гуся 800-го я ездить не могу вообще. То есть, когда люди там снимают, вот недавно общался как раз-таки и лично с Димой Федотовым, и обзор смотрел на Априлию Туарег, и вот когда там кадр, где снимают мотоцикл, и в момент переключения передач у него морда такая сантиметров на 10 вниз, потом сантиметров на 15 вверх. И вот эти вот клевки, вот у меня ассоциации совершенно неприличные, что-то расхлябанное, дикое, совершенно невозможное. То есть я не понимаю, как на таких мотоциклах можно ездить. Я пытался, у меня был сухой гусь 1200, сухой этот 800 гусь 15 года, у меня, ну, не заходит. Мне нравится идеально собранность гантели. Вот. Тут я просто подумал, ну вдруг полегче мне зайдет. Я сейчас на самом деле не понимаю, что я дальше буду делать с этим мотиком. Понятно, что я его оформлю сейчас на себя нормально, чтобы все было честно ровно. Мне надо пару недель на нем покататься. Чтобы понять мотоцикл, мне нужно хотя бы пару недель. Честно говоря, я буду удивлен, если мне понравится. Но я бы еще больше расстроился, если бы у меня не было такой возможности. Я думаю, что обстоятельства сложились идеально так, чтобы я попробовал что-то новенькое, что-то интересненькое. И самое главное, что радует, это то, что он живой, классный мотоцикл, от которого еще пахнет новым. Вот это вот прикольно. То есть именно вот ты наслаждаешься тем, что мотик свежий. Да, это предыдущее поколение. Ой, что-то у нас тут компрессор врубился.
Да, это предыдущее поколение, безусловно. Он без там ледовой фары, ледовой приборки. Но при этом он прикольный. Блин, он очень прикольный. Я так подумал, что если он мне не зайдет, продать его вообще никакой проблемы не будет в таком состоянии с таким пробегом. Вот. А когда еще у меня будет такой мотоцикл? Потому что, ну, если не зайдет, то дальше только гантеля. Честно говоря, гантеля это, наверное, единственный мотоцикл, в который я просто влюбился, только вот прокатившись на нем один раз по территории автокомбината. Это просто была любовь с первого взгляда практически. Ну, не со взгляда, конечно. В гантеле меня купила ее послушность на около нулевых скоростях. Она просто пригласила меня сесть и сказала: вот. То есть я просто был в шоке. Я не думал, что такой тяжелый мотоцикл может дать такие впечатления. Сначала я к гантеле относился типа как к FJ от Ямахи. Потому что один у меня уже был, Фиджер, и я такой: зачем мне еще один? То есть, когда я первый раз такой посмотрел на гантелю, мне еще там один знакомый предложил: не хочешь купить? И я такой: да нафиг, у меня один Фиджер уже был, про себя думаю. Ну, это не прикольно, мне такое не надо. Мне не понравился Фиджер, особенно в 2014 году, и вибрации, и... Коробка у Ямахи, ну говно, ну блин, как бы у меня был причем с 7-го года мотоцикл с пробегом 3000 километров, я кое-как проездил на нем до 9 и продал его и перекрестился, потому что я так и не научился на нем включать вторую, вот, совершенно, ну не понимаю, может, конечно, что-то неисправно было, но у меня не зашло, короче, мне совсем. Вот, и центр тяжести у него высокий, справляться мне с ним было очень тяжело. Да, конечно, опыта тогда у меня было еще поменьше, но совершенно как бы мне этот мотоцикл, у меня никаких впечатлений особо сильно не оставил. Я его как купил, так и продал. Я покупал мотоцикл по картинке. И вот вы знаете, я перед покупкой мотоциклов не смотрю видеообзоры. Мне нравится, я покупаю, я выбираю, делаю выбор, ну, в том числе эмоционально. Ну, с опытом, конечно же, уже с пониманием, что он из себя представляет технически. Я до сих пор не видел ни одного видеообзора на S1000XR. Вот. Я понимаю, что такое SRR, понимаю, что это приподнятый спорт, собранный в отличие от гуся, но с удобной посадкой. Вот и все. То есть на этом, в принципе, все. Понятно, что сейчас сразу на этот мотоцикл надо поставить центральный кофр, скорее всего отцепить боковые, вот, поставить брызговик на переднее крыло, потому что без него ездить, ну, на этом мотоцикле совершенно нельзя. В дождь там моментально завьются радиаторы, то есть они там так расположены, что им просто очень быстро придет хана. Вот. Понятно, что надо доделать какие-то вещи, возможно, поставить увеличенный ветровик. Хотя, кстати, удивительно, но не так уж на нем и дует. Но я пока больше там сотки не разгонялся на нем, но все равно это довольно любопытно. В общем, примерно такие вот наблюдения. Я буду вкатываться. Очень я скучал без мотоцикла. Вы знаете, это совершенно дурацкое ощущение, когда с сентября прошлого года я был лишен возможности перемещаться на мотоцикле, оказался в другой стране и всю зиму прожил, ну, практически всю зиму, там вот не считая февраля, там начало марта, когда, ну, февраля-марта, когда нельзя было кататься в Москве. Я всю зиму прожил в климате, где кататься было можно и очень хотелось, но позволить себе ездить на мотоцикле я не мог. Уже вот в последнее время мне стали приходить в голову мысли, что если я еще 3 месяца протяну, то я потрачу целый год своей жизни на то, чтобы жить без мотоцикла. И что-то у меня в голове щелкнуло, я так не могу вообще, ну что это? Тем более еще они постоянно вокруг, постоянно в работе, и как бы это как бы еще больше дразнит. Вот. Мотоциклы — это для меня очень важно, безумно важно. Это, наверное, самое серьезное увлечение всей моей жизни. И я отучился же в Черногории на яхтенного капитана. Я пытался как-то заместить это увлечение яхтингом.
И может со временем, конечно, это мнение изменится, но на сегодняшний день ни один яхтинг меня совершенно так не наполняет и не дает мне таких эмоций, как работа и езда на мотоциклах, путешествия на мотоциклах. Вот, то есть это все-таки что-то, что сидит во мне очень глубоко. Я это все люблю, и без этого моя жизнь не очень-то имеет смысл, к сожалению. Ну, может быть, и имеет, но это уже совсем не тот смысл, который хотелось бы. Поэтому вот такие вот размышления. Буду очень рад, если вам было интересно, буду очень рад любой вашей обратной связи. Покатаюсь, пройдет пара недель, обязательно расскажу, как у меня с этим мотоциклом отношения сложились, не сложились. Вот. Ну, если не сложится, как раз скажу, может, кто-то хочет себе купить, можно сказать, новый мотоцикл. Он 18-го года, в принципе, совершенно абсолютно прекрасный. Я, конечно... Когда я увидел его вживую, у меня сразу улетучились все сомнения, нужен он мне или нет. Я просто понял, что я хочу его сейчас купить. И я его купил. Меня не могло уже ничего остановить вот с момента, когда я его увидел. Как-то так. С вами был Антон Больших. Всем, кто хочет поддержать мой канал на любую сумму, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Очень рад, что много людей досматривает это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока!